Всем привет! Вы на канале Юрия Соломахи. Сегодня будем говорить о том, как правильно подводить итоги. В частности, итоги года на примере 2020. Поехали! Возможно, кто-то из вас поймал себя на мысли, что ему эта тема не интересна. Тогда задумайтесь, почему стоит оглянуться назад, проанализировать и подвести итоги. Это нужно для того, чтобы наполнить нашу жизнь смыслом и ценностью. Как правило, это происходит, когда мы ставим цели и планы в начале определенного периода времени. Кому приносит радость бесцельная жизнь и работа ради работы? Людям хочется видеть результаты своей работы, и любой потеряет вдохновение, если этих результатов нет. Нам хочется знать, что мы сделали уверенный шаг вперед, иначе есть риск вступить в период кризиса, когда нам будет казаться, что мы ничего не добились и жизнь потеряет смысл. Если вы руководитель, ваша задача не только самому уметь анализировать и подводить итоги, но и научить ваших подчиненных делать то же самое. Иначе ваша организация не будет расти и развиваться в желаемом направлении. Как правильно подводить итоги? Анализ года можно разбить на две части – вертикальную и горизонтальную. Другими словами, подводить итоги необходимо глобально и локально. Вертикальное достаточно знать теоретически, и наряду с этим горизонтально строить свое основание практически. Эти два аспекта связаны, и не стоит рассматривать себя и свою семью или организацию в отрыве от общества и глобальных процессов. Изменения в мире оказывают влияние на нашу практическую ситуацию, и нам приходится подстраиваться и корректировать по ходу наши планы. Не расстраивайтесь слишком сильно, если вам довелось поменять свои планы. Главное, чтобы ваши основные цели остались неизменными, а планы и должны быть гибкими. Итак, мы подводим итоги с точки зрения поставленных целей и задач, которые были на нас возложены, а планы направлены лишь на то, чтобы помочь нам в достижении наших целей и в выполнении конкретных задач. Дальше мы подводим итоги с точки зрения целей и задач в трех сферах – экономика, культура и политика. Объясню подробнее. Под экономикой я имею в виду бизнес-деятельность, оплачиваемую работу и управление финансами. Под культурой я понимаю мой образ жизни, поведение и привычки, отношения с людьми, образование и воспитание детей, атмосфера в семье. И если вы подводите итоги для компании, то это культура внутри вашей организации. А когда я говорю политика, я подразумеваю социальную позицию, роль и ответственность, пиар, насколько нам доверяют люди, каков наш имидж и есть ли признание нас со стороны как успешных людей. Все эти три сферы одинаково важны для нашего счастья. Часто бывает сложно проанализировать и оценить себя объективно в одиночку, поэтому полезна практика интересоваться у членов семьи и коллег их оценкой и мнением о ваших изменениях и достижениях. Именно через организацию, частью которой мы являемся, мы можем наглядно увидеть свои изменения. Иногда такой метод может быть болезненным, потому что нам может не понравиться то, что мы услышим со стороны. Однако мне кажется, что лучше пусть горькая, но правда, нежели продолжать жить в иллюзиях. Таким образом, подведение итогов может подействовать на нас отрезвляюще и подстегнуть к скорейшим переменам. В любом случае, стоит вынести уроки из прошлого и стать немножечко мудрее. Теперь к итогам года. 2020 стал настоящим испытанием. Пандемия и трехмесячный локдаун спутали нам все карты. Экономика во многих отраслях остановилась. В феврале обвалились рынки, ощущалась тотальная нестабильность, но уже через полгода индекс S&P 500 восстановился до прежнего показателя. Наблюдалась тенденция отхода от глобализации в сторону национализма. Шло соревнование за лидерство. Какая страна успешнее других справится с последствиями пандемии? Было очевидно, что Восток в целом справляется лучше Америки и Европы. Говорят, что с пандемией коронавируса хорошо справились такие страны, как Корея, Тайвань, Сингапур, а также Китай. Сейчас естественным образом происходит реорганизация. Страны ищут новые подходы, новое видение, и это логично, ведь наступила новая эпоха. Всего за 2 месяца мы прыгнули на 5 лет вперед в плане внедрения цифровых решений. А интернет-шоппинг в Америке продемонстрировал 10-летний рост за 3 месяца. Показательным примером в этом плане является компания Amazon. Это позитивный аспект влияния пандемии. Благодаря технологическому ускорению мы совершили скачок на десятилетия вперед. Подул ветер перемен, и наступили реальные изменения 21 века. Мир перешел в онлайн. Наступила нетактильная эпоха. Чтобы идти в ногу со временем, необходимо готовиться, ведь подготовленные люди могут использовать кризис как шанс для того, чтобы вырасти. В то время как неподготовленных людей кризис повергает в шок и растерянность. Итак, стало очевидно, что нам крайне необходимы новая концепция и новое понимание.
Давайте задумаемся над тем, как будет развиваться мир в посткоронавирусную эпоху. Думаю, большинство согласится, что это не последняя пандемия, которая нас ожидает. Определенно, инвестиции в развитие медицины увеличатся, так как это нужно людям для выживания. Я не футуролог, но, возможно, у государства будет больше прав в сфере медицины и профилактики, и, соответственно, права человека будут ограничены. Градус доверия между государством и народом может снизиться. С другой стороны, общество, где будут прозрачно делиться информацией, а также будет доверие в отношениях, в основе которых объективное научное мышление, будут развиваться. И коротко об итогах моих и моей семьи. Пандемия заставила меня поменять экономическую деятельность. Раньше я в основном был вовлечен в торговлю, но решил рискнуть и полностью сменить профиль. Летом окончил в Америке школу дальнобойщиков и сразу же нашел хорошую работу. В этом году я также заинтересовался инвестициями в фондовый рынок США и сделал первый шаг в этом направлении. Планирую сделать отдельный ролик, в котором расскажу всю правду о фондовом рынке. Подпишитесь на мой канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить. В этом году у нас с женой родилась дочь, наша радость. Мы все вместе в Киеве провели карантин. 24 часа в сутки вместе с женой и детьми – это непросто. В течение этого локдауна проявились определенные проблемы. Я по-настоящему увлекся компьютерной игрой Stronghold Kingdoms, которая подарила мне новые переживания и отняла у меня несколько месяцев жизни. Когда дети не ходили в школу, маме было очень непросто и психологически, и практически. Но наша семья справилась с этим испытанием. Не в последнюю очередь благодаря тому, что мы живем не уединенно, а с еще одной семьей. Это дополнительная поддержка. Мы выручаем друг друга, готовим и едим вместе, убираем и развлекаемся вместе. Благодаря этому дети могут получать внимание не только от родителей, но также от дяди и тети. Жена начала преподавать английский через онлайн. Для нее это был вызов, потому что еще и младенец на руках. Кроме того, я уехал в Штаты учиться и работать, и это наше самое долгое расставание в жизни. Это поистине трудности нового уровня. Хотя вначале мы сопротивлялись, но в итоге перевели детей, кого на дистанционное, кого на домашнее обучение. В результате никто из членов семьи не заболел коронавирусом. Мы старались соблюдать социальную дистанцию, не встречаться с друзьями и не посещать людные места, но при этом стали больше осознавать внутреннее значение и ценность отношений со многими людьми. В конце года я решился вести свой канал на YouTube. На данный момент у меня 10 новых видеороликов и 120 подписчиков на канале. Год был трудным, но интересным и невероятным. Он дал новые поводы для благодарности. Если еще не поставили, ставьте цели в 3 сферах на Новый год. Пусть они будут достижимыми, чтобы вы смогли увидеть реальные результаты, которые принесут вам радость по итогам года. Спасибо, что досмотрели до конца. Посмотрите также вот этот ролик или вот этот на ваш выбор.